Когда начался судебный процесс против Джеймса Харриса, казалось, что дело уже решено. Обвинения были серьезными – убийство первой степени. Прокуроры представили веские улики, отпечатки пальцев, показания свидетелей, а главное – найденное оружие, на котором был его ДНК-профиль. Присяжные выглядели уверенными, а судья почти равнодушным. Джеймс с самого начала утверждал, что он невиновен. Он говорил, что оказался не в том месте и не в то время, но доказательств в его защиту почти не было. Его адвокат, молодой специалист по имени Лаура Дженкинс, пыталась добиться пересмотра дела, но суд отклонил почти все ходатайства. В день оглашения приговора в зале суда стояла напряженная тишина. Судья Ричардсон начал зачитывать постановление. Приговор был смертельным. Смертная казнь через инъекцию. И вдруг, как в кино, дверь в зал распахнулась. Вбежала полицейская служебная собака по кличке Рокси, которую должны были привести на другое слушание. Она обнюхала одного из коробов с уликами, затем залаяла и начала царапать один из пакетов, который раньше никто не открывал, его считали неважным. Офицер повел собаку к пакету, вскрыл его и обнаружил носовой платок с пятнами крови. Когда его срочно проверили на ДНК, оказалось, это не кровь Джеймса и не кровь жертвы, а третьего человека, ранее судимого за нападение. Этот человек по совпадению уже находился под следствием за другое преступление в том же районе. На следующий день суд отменил смертный приговор. Началось новое расследование. Джеймс был освобожден через несколько недель после пересмотра дела. Случай с собакой Рокси вошел в учебники как пример того, что правосудие иногда может зависеть от мельчайшей детали, даже от нюха пса. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.